В мире рыболовных приманок часто приходится выбирать между ценой и качеством. Однако бренд Lurmax активно доказывает, что эти понятия могут идти рука об руку. Одним из ярких представителей их линейки является воблер Minnow Luremax Machete 140F. Это такой крупный, дальнозабросный воблер, созданный для охоты за трофейным хищником. И сегодня на обзоре будет именно он. Давайте разберем его по косточкам. Первое впечатление и внешний вид. Когда берешь в руки коробку с Machete 140F, первое, что отмечаешь, это солидность. Длина 140 мм, вес 31 грамм сразу дают понять, что это приманка для серьезной рыбалки, а не для ловли окушарика на пруду. Визуально воблер напоминает гибрид известных японских моделей, но с собственным лицом. Корпус выполнен качественно, облой пластика отсутствует, фурнитура подобрана добротная, заводные кольца и тройники японского происхождения могут выдерживать серьезные нагрузки. Окраска цвета радует разнообразием. Тут от классических натуральных до провокационных кислотных расцветок для мутной воды. Глаза приманки прорисованы четко, что добавляет реалистичности. Заглубление и игра. Заявленное заглубление 1,2 – 1,5 метра. На практике Machete 140F уверенно идет на глубине около 1,5 метров при использовании достаточно агрессивных проводок. Если же вы используете плетенку и держите паузы, приманка может немного заглубляться, но в целом в этих условиях это классический мелководный Minnow. Главная фишка Machete – это его игра. Это классический роллинг с высокой амплитудой, благодаря высокому и сплюснутому с боков телу. Например, при равномерной проводке воблер переваливается с боку на бок, создавая мощные колебания. Эта вибрация отлично провоцирует активного хищника издалека. На паузе приманка ведет себя великолепно. Она не проваливается камнем вниз, а наоборот всплывает, слегка покачиваясь. Именно в этот момент чаще всего следует поклевка щуки, которая берет приманку с особой жадностью. Вот это подача. Ребята, 140-й Machete сработал. Дал 115-й, сейчас реакции 0. Поставил 140-й, бам! На первом же забросе. Всадила. И опять под берегом там где-то тусит. Ух, как бьет. О, красотка. Позарилась на крупный воблер. Так. Куда собралась? Давай обратно. Но на 2 тройника попалась. С одного слезла уже. Сильная какая. Палец меня расфигачила. Неаккуратно, ну гляньте, какая красивая. И Machete 140 еще красивее. Видели? Блин, вообще. Кровище хлещет. Вот, ребята, что значит крупный воблер.
С первого заброса взял щуку. Поставил, кидал поменьше воблера. Нифига. Осень, время крупных воблеров. 140-й мачете прям ух. Сразу же скосил. Дальность заброса. Ну, сложно не отметить ее, поскольку благодаря массе в 31 грамм и отличной аэродинамике корпуса и хорошей системе дальнего заброса, мачете 140 летит просто как пуля. Система дальнего заброса работает корректно, издавая характерный цокот при резком взмахе удилищем. Это позволяет облавливать огромные акватории с берега и эффективно использовать приманку на огромных просторах крупных водохранилищ и рек. Анимация и проводки. Воблер отзывчивый на любой тип проводки. Равномерный, создает стабильную вибрацию и идеально для быстрого поиска активной рыбы. Stop and Go – это классика для мачете, 2-3 оборота катушкой и пауза. На всплытии воблер соблазняет самого пассивного хищника своими покачивающимися боками. Твичинг. Рывки должны быть размашистыми, но не слишком резкими. При коротких и жестких рывках воблер может вылететь на поверхность. Поэтому лучше делать тягучие, мощные потяжки. Хотя воблер, конечно, яркий, большой, очень заметный. Щука за ним может стартануть, мне кажется, метров с 15. Если вода, конечно, прозрачная, а здесь прозрачная вода. Все видно. В этом преимущество больших воблеров. Ради такой добычи щука может покрыть приличную дистанцию. Да, ух ты, ё-моё. О, что здоровое, по-моему. Потянуло так конкретно. Ох, 140-й как сработал. Блин, там что-то серьезное. Кто ты, воин, покажись. Как бомбануло. Нормальная щучка. Фух. Вот это она прыгает. Так. Подводочку. Временно спряталась, да? Мачете тебя хорошо держит. Спокойно. Как вам такая, ребята? Забрызгала всю камеру. О, красота. Ну такая, не знаю, в районе 3. Ну вот, это прям сопротивлялась очень хорошо. Стояла в береговой зоне. Всадила, ну прям 140 размером, очень заходит этим щукам. Мачете класс. Цель. Крупная щука, конечно же, главный трофей этой приманки. Место – это заливы с глубиной до 2 метров, прибрежные бровки, мелководные плато с корягами и травой. Сезон
Весна, осень, когда хищник активен и готов атаковать крупную добычу. Летом на него, конечно, тоже можно ловить, но в основном это по утрам и вечером. Плюсы и минусы. Плюсы. Это отличное соотношение цены и качества. Дальнобойность. Это один из лучших показателей в своем классе. Заводская фурнитура готова к трофейной рыбалке сразу из коробки. Уловистая игра с активным роллингом и соблазнительным планированием. Широкая цветовая гамма. Но кроме этого хочу отметить, что воблер не упористый. Благодаря своей оригинальной форме лопаты и сплюснутыми по бокам профилю, что позволяет твичить его даже спиннингом с верхним тестом до 30 грамм. Минусы. При резком твичинге может вылетать на поверхность. Тут нужно аккуратно подбирать анимацию. Заглубление у воблера строго ограничено 1,5 метров. На большей глубине он, пожалуй, будет бесполезен. Кроме этого, хочу заметить, что при такой длине визуально уже хочется на воблере видеть 3 тройника для большей уловистости. Хотя, конечно, инженеры Luremax попытались нивелировать данный недочет размером тройников. Но насколько вот это получилось, конечно, покажет время. Поскольку воблер достаточно быстро всплывает, ему противопоказаны медленные проводки и длинные паузы. Это, скорее всего, не подойдет для ловли чрезмерно пассивного хищника. Поэтому было бы неплохо расширить линейку в таком размере еще и суспендером. Да. Ничего себе всадила. Пошла, что ли? Или на меня пошла? Не, на меня пошла, я уже думал сход. О, блин, как она. Ух, вот это она там мочит. Бьется просто как зверь. Блин, сошло. Я офигею. Выплюнула уже возле лодки. Хорошая такая щука была. Итоги. Luremax Machete 140F – это серьезный инструмент для охотников за трофеями, которые не хотят переплачивать за японский бренд, но требуют от приманки стабильной работы. Это такая рабочая лошадка, которая способна удивить даже искушенного спиннингиста. Если вы ищете крупный дальнобойный минноу для ловли на мелководье относительно, смело берите Machete 140. Скорее всего, он займет достойное место в вашем арсенале и не раз выручит, когда хищник будет игнорировать более мелкие приманки. Он реально ловит рыбу и ловит очень даже хорошо. На этом я буду свой обзор заканчивать. В комментах, пожалуйста, пишите, кто уже пользовался данным воблером и какие ваши впечатления. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока.